Добрый день, с вами Сергей Попков и канал Школы Mini Warpaint. Нас очень часто спрашивают, чем наши кисти отличаются от других и чем наши кисти принципиально лучше других, а также чем отличается линер от регуляра. Ответ о том, что наша кисть более емкая, наравне отдает краску, многим непонятен и довольно размыт. Так же, как ответ о том, что линер на 60% длиннее регуляра, и это позволяет набрать больше влаги в него, тоже многим совершенно непонятен. Поэтому сегодня мы решили провести небольшой тест на листе бумаги, показать различия наших кистей и других кистей, скажем так. В нашем сегодняшнем тесте будет участвовать регуляр номер 1, линер номер 1 и вот такая вот колонковая кисть номер 1, замотанная черной изолентой, назовем ее Anonymous, чтобы не упоминать какую-либо марку. Собственно, перейдем к тесту. Итак, переходим к испытаниям. Наши конкурсанты. Anonymous, безымянная колонковая кисть номер 1. Регуляр Mini Warpaint, колонковый номер 1. Вы можете видеть, что у них с Anonymous примерно одинаковые маски. И Mini Warpaint Liner, также номер 1. Суть испытаний будет заключаться в том, что у нас есть разлинованная акварельная бумага. На ней каждой кистью мы будем рисовать краской полоски. Потому сколько полосок сможет сделать каждая кисть с одной загрузки краски и какого качества будут эти полосы, мы сможем оценить, как работает каждая из кистей. Поехали. Anonymous. Мы можем видеть, что он очень бодро начал, много краски отдал на первых 4 линиях, дальше более-менее равномерно и пошла в конце очевидная просадка. Посмотрим, что ответит нам регуляр. Регуляр выдал нам 19 линий, но все они достаточно большой насыщенности. Теперь посмотрим на линер в деле. Линер выдал нам 35 качественных полосок, под конец он уже начал сдуваться, при этом большая часть из них была очень равномерной отдача. Конечно, по одному тесту судить нельзя, и мы сейчас сделаем еще, но хочу обратить ваше внимание. Anonymous. Качественный результат буквально на первых линиях. Дальше он сливает всю краску и выдает очень бледные линии. Регуляр. На всей продолжительности вполне ровная одинаковая отдача. Линер. Ровная одинаковая отдача и очень-очень долгая. А теперь сделаем ряд контрольных тестов и еще один маленький тест. Попробуем сделать небольшую техническую растяжку краской.
Итак, какие выводы из всего этого можно сделать? Хочу обратить ваше внимание на то, как работает наш анонимус. Он вначале выдает все свои возможности и очень быстро бледнеет, выдавая краску плохо. Он может выдавать ее дольше, чем регуляр, но он выдает ее неровно, то есть рисунок выдачи краски достаточно нестабильный. Сначала насыщенные полосы, они быстро бледнеют и быстро становятся прерывистыми. Это видно на всех попытках. То же самое видно и на растяжке. Достаточно бледная выдача и еще бледнее на второй волне. Что делает регуляр? Регуляр ровно, стабильно работает на длинном интервале, после чего краска в нем просто заканчивается. Видно по всем попыткам. Все линии одинаковы по насыщенности, в отличие от анонимуса, который очень быстро теряет краску. Что делает линер? Линер точно так же, как регуляр, выдает нам ровный, понятный, стабильный результат. Но выдает его дольше, чем регуляр, за счет того, что его мазок длиннее, и он может держать больше влаги. Видно это и по положенным слоям краски. Какими кистями работать, решать вам. Но лично на мой взгляд, на взгляд многих знакомых художников, стабильный ровный результат при выдаче краски кистью гораздо важнее, чем неравномерная длительная отдача. Потому что где-то вот в этой точке у вас уже появится желание полезть в палитру и взять еще немного краски. Скажем так, эффективное время работы регуляра выше, чем анонимуса, а у линера несопоставимо выше. Надеюсь, я смог этим небольшим тестом и достаточно простым тестом показать различия между линейками наших кистей и отличия наших кистей от кистей других производителей. Понятно, что есть разные производители, разные марки, разные кисти у разных производителей по-разному работают, и не наши кисти единственные, кто равномерно и долго отдает краску. Тут, в общем, названия все знают, на кого мы ориентировались, создавая наши кисти, и вам уже решать, какой кистью работать. Понятно, что за разные свойства кистей приходится чем-то платить, чем-то жертвовать. Регуляр более упругий, чем линер, в силу того, что у него более короткий мазок. Кому-то больше нравится мягкая кисть, кому-то нравится больше упругая кисть. Тут уже вам решать, какой кистью работать. Наша задача была показать свойства, показать то, как наша кисть работает. С вами были канал Школы Mini Warpaint, Попков Сергей. Подписывайтесь, ставьте лайки и следите за новыми материалами. Пока!